Русские былины. Фальсификация и реальность. Илья Муромец, Садко, Добрыня Никитич и Василий Буслаев – все эти образы знакомы нам с детства и являются частью сказочного эпоса восточных славян. Как и у других народов Европы, у нас действуют могучие богатыри, спасающие от врагов и чудовищ прекрасных царевин. И мы верим в то, что в детстве узнали настоящее, корневое наследие наших предков. Однако есть нюансы. Впервые былины появились в 1804 году под названием «Древние русские стихотворения». Их авторство приписывается некому Кирше Данилову, который написал их в 1768 году. Опубликовал их русский литератор Андрей Якубович. Ранее никакие былины известны не были, даже в среде крестьянства. Как ни странно, но детям ранее XIX века не рассказывали о подвигах Ильи Муромца или хитрости Алеши Поповича. Таких персонажей не было как в лубочном, так и в устном, и тем паче письменном фольклоре. Кирша Данилов, молотобоец с Урала, при обширных мануфактурах Демидовых, был собирателем былин, сказаний и чудовищно непристойных скоморожьих песен. Якобы он самостоятельно разыскал материал, записал, а также переложил многие тексты на ноты. Но лично автора цикла никто не знал, хотя записи о его существовании имеются в реестровых книгах, что позволяет предполагать, что этот непосильный для простого рабочего труд был выполнен кем-то иным. Часто подозревают соратника Петра Меньшикова к организации литературного альтер-эго под именем Кирша Данилов, либо он вообще целиком литературная мистификация довольно позднего времени. Слово «былина», как и «богатырь», появилось в то же время с подачи фольклориста Ивана Сахарова. Такие слова ранее не водились в русском языке, но их происхождение вполне понятно. От слова «быль», а также к монгольским поединкам, русские летописи применяли термин «богатур», полную кальку с монгольского обозначения воина из ближнего круга хана. Сам Сахаров прославился не только собиранием былин, но и их активной правкой, причем подозрительной настолько, что слыл едва ли не их реальным автором. Уже современники посмеивались над его незадачливой манерой писательства в народном стиле. Современные фольклористы, например, Топорков, прямо называют Сахарова подельщиком и сочинителем собственных сказок в слащавой псевдонародной манере. Опубликованные были приписывались перу Кирши Данилова, умершего в 1776 году. Он якобы собрал эти былины в Сибири. Однако никто из последующих исследователей не смог записать былин в Сибири. Их изыскания велись в основном в Карелии и Поморье. Парадокс и в том, что все известные ныне былины были записаны не в Киеве, Владимире или Смоленске, древних русских городах, где и происходит действие событий, а в Поонежье, Поморье и в Карелии, где и легендарное Калевало. В самом же Киеве и окрестностях народ ничего о былинных персонажах не помнит или не знал никогда. Историки не могут объяснить, каким образом героические сказания о временах Киевской Руси полностью исчезли на тех территориях, с которыми они были связаны, зато бытовали на Дальнем Севере. Никаких фактов, свидетельствующих о больших переселениях из Поднепровья в Поонежье и Подвинье, не существует. Непонятно также, почему вскоре после их записи этнографами былины были напрочь забыты и на севере. Помимо заимствования слова «богатырь» у тюрок, в русском фольклоре ранее этих времен начисто отсутствовал пласт рассказов о богатырях – Илье, Добрыне, Алёше, Дунае, Святогоре и прочих, что сильнейшим образом наводит на мысль о фальсификации эпоса по чьему-то заказу на базе имеющихся на тот момент знаний. Оттого воины до монгольского Киева называются монгольскими терминами. Этим список странностей русских былин не ограничивается. В них смешаны времена, эпохи и герои, которые действуют вместе несмотря на сотни лет между ними в реальности. Борьба ведется с татарами и монголами, при том, что действо проходит в Киевской Руси, судя по именам князей, когда их еще не было. Былины неизвестны на территории Киевской Руси, однако как-то уцелели в монгольское время, перекочевали в Карелию и Сибирь,
хотя исполнявшие их гусляры не могли бы делать это свободно при татарском иге. Интернациональные имена богатырей. Добрыня – ближайший аналог еврейский Добран, Вольга, Ян, Сухман, Жидовин. Такие персонажи были популярны в Лубке XVIII века, но едва ли могли быть при дворе князя Владимира. Конечно, традиция не нова. Если германским народам повезло и у них есть Эда, где остались все их Зигфриды, драконы и Хагены, то финнам также пришлось находить свою мифологию, додумывать и заново открывать современникам, напрочь забывшим о ней за столетия. Балты также сохранили народный эпос в песнях, как и западные славяне, а вот восточным славянам пришлось сложнее. Отсюда явная топорность работы сочинителей. Изыскания Сахарова удачно попали на нужную почву. Россия всегда искала опоры в прошлом и нашла ее именно такой, какую создал весьма патриотически настроенный Сахаров. Образы богатырей легли в основы громадного материала во формированию народного сознания и откровенной пропаганды. Где уже не было дела, правда это или же лукавство. Благодарю Господа, что над моей головою не работала ни одна французская тварь. Горжусь, что вокруг меня не было ни одного немецкого бродяги. Мерзенштейны и Скотенберги, заморские бродяги высшего сорта, не появлялись тогда в Туле. Я их встретил впервые в Москве. Иван Сахаров. Поэтому не должно удивлять, что картины русских богатырей изображают воинов в ориентальном доспехе Османской империи. Они действуют в каком-то мире, где одновременно драконы, волхвы-язычники и монголы средневековья. Их имена часто не славянские, а явно искусственные, как Святогор или Дунай, а прочие славянские народы и не подозревают о существовании таких персонажей ранее. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.